Единственное, давай чуть-чуть. Останься. Сейчас девчонки подтянутся к нам. Всем привет. Мы уже готовы для вас. Скажите мне, пожалуйста, напишите, видно сейчас или нет, потому что вчера что-то было ужасное с интернетом. Вообще, я посмотрела, вы действительно были правы. Все в каких-то шашечках. И я вчера вечером сменила полностью интернет. То есть должно быть сейчас лучше. Напишите мне, пожалуйста, как видно и слышно. Если видно хорошо, то тогда, скорее всего, уже приступим. Значит, что мы с вами делаем? Вы помните стрижку. Давайте снова поприветствуем нашу Татьяну. Она любезно согласилась показать вам укладку, потому что вы просили именно показать, как делается укладка. Что мы с вами делаем? Мы сейчас уже Татьяну подстригли, покрасили, и вот она теперь готова уже для того, чтобы мы с ней дальше уже завершили процедуру, то есть сделали укладку. Давайте посмотрим, что мне написали. Видно? Прекрасно. Все, Лариса, спасибо большое. Да, мы тогда дальше продолжаем. Значит, смотрите, у нас с вами существуют разные укладочные средства, вы об этом знаете. Бывают и для разной структуры волос, то есть для прямых, для кудрявых, для толстых, для тонких. Вы хотите создать объем, либо сделать более волос плотный, от этого подбираете составы. Мы возьмем с вами сначала спрей и корневой объем. Мы с вами побрызгаем только в определенную зону макушки, которая у нас у женщин должна быть самая, как всегда, пышненькая. Побрызгали, хорошо распределили. После этого мы взяли с вами укладочное средство, это пеночку, для того, чтобы уплотнить волос и зафиксировать его. Вот как бы на этом этапе можно будет и остановиться. То есть не все любят дальше лак. Если вы спросите своего клиента, любит ли он из укладочных средств все, чем он пользуется, потому что еще иногда бывает аллергия на укладочные средства. Я тебя не спросила, ты же у нас аллергичная. Нет, нет? Все нормально. Бывает на пенообразованные средства, бывает на спреи, поэтому вы уточняйте своих клиентов, они, как правило, об этом четко знают. Значит, что мы делаем дальше? Если волосы у нас подлинней, то мы с вами будем закалывать попрядно, но перед этим мы с вами должны чуть-чуть подсушить, потому что волос сейчас достаточно мокрый. И если вы начнете сразу укладку, то когда вы будете подходить к следующему слою, следующий слой влажный, он будет опускать предыдущий слой, который вы уложили. Поэтому вы должны подсушить волосы и оставить где-то влажность в волосах процентов 30. Я сейчас буду сушить и включу фен, поэтому не очень будет слышно. Да, всем привет. Спасибо. Берем фен и просто подсушиваем волосы. У нас с вами обязательно должен быть теплый воздух. На горячем воздухе мы не сушим, для того, чтобы не обжечь клиента кожу. Вот сейчас обратите внимание, давайте я вам разверну, вы посмотрите, как я работаю рукой. Давайте, значит, сразу по поводу ваших вопросов. Вы все время спрашиваете, что у меня за фен. Фен у меня называется вот Тайгер, вам показываю. Он достаточно маленький, но это не значит, что он легкий. Фен
как и обычные длинные фены, весят столько же. Просто эта ферма достаточно хорошая, и мощность у нее хорошая. Мне очень нравится и очень удобно держать в руке. Значит, обратите внимание, как я делаю рукой сушку. Вот смотрите, видите? У нас здесь волос конкретно заваливается в одну сторону, рост волос у нас такой. Поэтому, когда вы сушите, вы сразу же задаете объем рукой. Обратите внимание, как я это делаю. Поднимаем волосы от макушки наверх и кладем рукой, направляем вниз. То есть вы уже сразу задаете форму. Обратите внимание. Я как бы уже приподнимаю форму. Направляйте волосы так, как они у вас в итоге должны лежать. Что мы с вами делаем дальше? Берем зажимы, обычные зажимы. Если волос длинный, я вам сейчас покажу, как будто у нас волос длинный, потому что это так просто удобно будет вам закалывать лишние волосы. Но у меня здесь волос все-таки не длинный, у нас короткие волосы, и можно этого не делать, можно как при сушке просто подкалывать и работать с одним блоком. Но я вам сейчас покажу, как вам надо делать, именно когда вы укладываете длинные волосы. Давайте я вас подвезу чуть поближе. Так, вот смотрите, видите, я первый блок заколола себе. Чтобы туда-сюда не ходить, сразу у вас зажимы должны быть где-то поблизости. Берем дальше, берем следующий блок и закалываем следующий блок. Как мы с вами вот эти блоки рассчитываем? Рассчитываем именно, рассчитываем именно по тому, как вы будете идти, то есть насколько вам хватит расчески. Так как у нас волосы, еще раз повторю, не длинные, мы можем с вами использовать маленькую расческу, поэтому шаг у вас должен быть приблизительно по диаметру расчески. То есть вот обращайте внимание и делайте вот такой вот как бы блок. Давайте следующий сделаем блок. Подколем. И дальше сейчас уже начнем с вами работать. Так, вот мы с вами подкололи. Видите, у меня разделение идет на рабочие зоны. Дальше обязательно мы с вами используем скелетную расческу. Скелетная расческа. Вот у нас с вами такая. Как мы определяем, какая сторона, короткая либо длинная? Именно от длины волос. Если у нас короткая, да, сторона, мы вот, например, допустим, вот здесь внизу, мы можем с вами короткую, да, сторону взять, наши короткие зубчики. Если сторона подлиннее, значит, соответственно,
будет у нас зубчик подлиннее, для того, чтобы мы не заламывали нашу длину. И таким образом мы с вами будем прорабатывать сейчас, сушить корень. Значит, следующий момент в укладке. Что вы обязательно должны знать. Вот у нас с вами есть рабочий пробор. Вот он, который вы отделили блок. Чтобы сделать объемную укладку, что вы должны делать? Вы должны приподнять расческу выше пробора. И вот таким вот движением, как бы выкручивая, да, то есть дугу создавая вот так, вы должны посушить корень, но не заламывая. То есть вы должны не стоять на месте. Если вы вот так встали и заломали волос, у вас вот здесь будет полоса, которую потом сложно будет вытянуть. Поэтому вы берете расческу, поднимаете, прокручиваете, опускаете, поднимаете выше рабочего пробора. И вот такое вот дугообразное движение вы должны все время повторять, не задерживаясь на одном месте. Давайте сейчас покажу. Когда мы с вами сушим корень, мы также используем теплый воздух. Мы горячий воздух с вами включаем только тогда, когда прорабатываем термобрашингом. Я сейчас тогда молчу, показываю вам движение, как вы должны делать. Поднимаем и сушу пену. Поднимаю выше линии и укладываю. Я сейчас вам показываю медленно, но вы, сами понимаете, должны работать немножко быстрее, потому что у вас время ограничено, у вас следующий клиент ждет. Видите, по логике вообще уже не надо ничего делать, люблю красиво. Достаточно объемно. Проработали этот блок. Здесь у меня просто не дотянулось. Если вам эта прядь широкая, вы возьмите еще один зажим. Так, не знаю, слышно меня буду или нет. Если прядь вот эта широкая, возьмите еще один зажим, разделите, уберите и прорабатывайте зону. Свисток также. Наверх поднимаем, просушиваем. Наверх подняли, просушиваем. Я черчу дугу с помощью расчески. Давайте я покажу, как это будет выглядеть у лица движение. Так, давайте подведу поближе, чтобы вы видели. Так, смотрите. Подняла расческу и наверх протянула. Подняла, протянула. И у нас с вами уже получается такая красивая линия, видите, с загибом. Можете сделать как бы второй, потому что они здесь не толстые. Подняли. Обязательно выше вашего рабочего пробора. Высушили. Аккуратненько. Дальше, да. Переходим к противоположной стороне, также немножко убрать лишние пряди. Перехватили руку. И также работаем. Так, значит, смотрите. Мы с вами перехватили руку. Не все могут работать и левой, и правой одновременно. Поэтому, если вы не можете работать левой, то тогда, конечно же, вам придется ножки аккуратнее подойти тогда к лицу клиента и работать правой, поднимая то же самое. Опять мы берем с вами и поднимаем, делая дугу. То же самое, видите, да? Но вы уже стоите перед девушкой. Вы сами понимаете, что не всегда комфортно, да, что когда вы стоите перед лицом клиента. Поэтому попытайтесь научиться работать двумя руками. И как видите, так как у меня длина большая, я использую длинные зубцы.
в расческе. Высушили, сделали красиво. Теперь переходим к следующему блоку. Значит, смотрите, на этом этапе можно брать брашинг и уже начинать прокручивать. Я люблю высушить сначала все, а затем уже укладывать брашингом. Дальше я аккуратненько поворачиваю вам, чтобы мы с вами видели теперь затылочную зону, как мы дальше работаем. Убираем наш зажим и также укладываем затылок. Значит, еще момент. Смотрите, еще какой момент. У нас волосы могут расти здесь в разные стороны. Ну, здесь вроде пока еще ничего, но вот здесь вот видно немножко, что сюда идет. Поэтому здесь мы с вами должны сделать движение отодвигать. То есть мы с вами подняли и еще отодвинули против роста волос. Смотрите. Приподняли и отодвинули. Приподняли, отодвинули, протянули. И сделали дугу. Видите? У меня движение идет. Приподняли. Где растет ровно, значит, соответственно, приподнимаете наверх. Досушивайте хорошо. Если здесь растет в эту сторону, то, соответственно, на меня. Движение также, но на меня. Приподнимается, делается. Так. Следующий. Здесь волос чуть-чуть растет, видите, в эту сторону ложится. Поэтому я должна сделать его на себя. Приподнять и немножко на себя. Так, смотрим. Видите, уже практически хорошо. Но вы не забывайте, что я не могу вытянуть именно кончики именно этой расческой скелетной. Не могу, поэтому обязательно прорабатываем после брашингом. Вроде как бы уже красиво, но не то. Надо доработать идеально гладко. Переходим на следующую. Давайте посмотрим рост волос, опять же. Вот, обратите внимание, вот посмотрите, видите, просто конкретно здесь у меня раскладывается все вот в эту сторону. Поэтому будем сейчас очень аккуратно работать. Поймала? Угу. Ничего не держите уже. На себя приподнимаем и на себя. Помните, против роста. У меня растет направо, я к себе, то есть налево вытягиваю. И плюс не забывайте поднимать отходы. Можно иногда делать вот такое вот движение. Вы приподнимаете волос и будете по-скорее. И отпускаете, но будьте аккуратны, залома быть не должно.
аккуратно дуем под корень. Именно с противоположной стороны роста, в противоположную сторону дуем. Переходим уже на боковую часть, так как у нас с вами билет уже более длинный, более большой, не только закрыт. Опять же поднимаем, отпускаем, поднимаем, отпускаем, поднимаем, отпускаем. Вы помните, видите, меня раскладывается направо, поэтому я иду слушаю на себя. Так, давайте, может быть, с лица попробую показать, будет видно. Если смотрите, чуть-чуть развернуть, чтобы видно. Я ее поднимаю и на себя слышу. Подняла на себя. Видите, что я делаю? Давайте запрыгну теперь. Подняла на себя чуть-чуть. На себя. На себя и не забывайте вниз. Перехватить левую руку, либо сделать правую, но тогда поворачиваете клиента и идете, вставляете лицом. Можно перейти на левую руку. Опять же, поднимаете выше пробора и очерчиваете глубокие дуги. Даже если клиент у вас носит на бок, вы сначала должны приподнять топ-зону от корня. Поэтому обязательно вы прорабатываете все наверх, но не досушивайте до конца, чтобы потом вам легко было переуложить. То есть мы с вами должны приподнять и просушить только корень. Переходим уже к лицу, волосы пока на топ-зоне у вас лежат назад. Так, я сейчас посмотрю, я просто не вижу, что у меня там творится. Да, вот укладываем. Давайте я вам поверну чуть-чуть. Она уже носит все налево, поэтому вы укладываете налево. И движение у меня опять так же идет. Пробор рабочий. Можно попросить, видите? Рабочий пробор. Я на себя волосы подняла и туда положила. Следующий рабочий пробор отделила. Также на себя положила. На себя и положила. Таким образом вы создаете объем. А что пожалуйста, обратно. Приблизительно наметили, куда чего должно у вас лежать. И вместе уже брашем. И начинаем с нижней затылочной зоны. Значит, здесь, естественно, мы не можем с вами захватить сразу все, видите? Нам надо также с вами отделить. Поэтому аккуратно отделили часть, взяли зажим и
И вот сейчас я вам поближе покажу, как вы должны пользоваться расческой. Так, конечно, мне придется у тебя повыше чуть поднять, потому что там плохо видно. Сейчас я установлю наш подъемный механизм. Где механизм не вижу? Ухватился механизм, девчонки. Да. Чтобы вам было видно сейчас. Вот так. Угу. Смотрите, что мы делаем. Мы берем с вами расческу, заводим ее. Так, не видно. Сейчас. И начинаю я прокручивать так, чтобы у меня в пазы легли волосы. То есть волосы, у нас же с вами ворсинки здесь. Обязательно волосы должны лечь в пазы, чтобы прокрутить и накрутить, вытянуть и накрутить. Браш у нас с вами, он металлический. Что он делает? Он и вытягивает, и одновременно накручивает волосы. Поэтому мы прекрасно отглаживаем волосы с помощью него. Обязательно вот такое вот движение у вас в руке должно быть. И вы должны приподнять его, как всегда, и прокручивать. Вот это движение будет постоянно. Обратите внимание. Включаем фен. Значит, фен у нас, как я уже вам сказала, так как у нас браш называется термо, поэтому он должен нагреваться для того, чтобы сделать и выполнить свою работу. Медленно показываю сейчас. Взяла прядь, направила фен и прокручиваю. Должен остыть. Отпустила. Видите, получилась у меня уже прекрасная линия. Следующую взяла. Сейчас я следующую линию вам покажу, как еще можно остужать. Так что мне здесь сейчас не очень удобно. Переходим к следующему блоку. Смотрите сюда. Взяла блок. Сейчас, подождите секунду. Упала. Как всегда все. Так, вот смотрите. Взяла блок. Прокрутила. Остудила задней стороной. Еще раз прокрутила. Положила. Следующую часть. Прокрутила. Нагрела. Охладила. Положила. Видите, получается как объемно. Прокрутила. Позицию у меня легло, нагрела, прокрутила, охладила, показываю, положила. Видите? Давайте другую сторону, чтобы вам было лучше видно. Убираем лишние волосы. Берем прядь, которая нам подходит. Прокрутили, нагрели, охладили, положила. Дальше пошли. Чуть-чуть уже поровнее. Показываю. Волосы нас, помните, ложите в другую сторону. Натягиваем. Прогреваем хорошо. Охлаждаем. Положили. Выше рабочего пробора я делаю. Видите, у меня нет пробора, у меня выше для того, чтобы создать объем. Волос ложится немного сюда, поэтому мы делаем против просто. Видите, у меня куда волосы я натягиваю? Против просто положила. Вы можете повторять эту процедуру несколько раз, именно до тех пор, чтобы у вас это красиво все легло. Так. Дальше идем. Сейчас я вам поверну, вы посмотрите рост волос. Видите? Вот у меня конкретно ложится волос сюда.
Поэтому берем, расческу направляем немножко по диагонали. И кладем. Опять же, знаю, куда, вижу, куда ложится волос. Это сразу вы увидите при укладке. Видите, у меня по диагонали расческа идет, потому что мне надо немного направить направо. Это уже наша макушечка пошла. Здесь, естественно, я не вместила. Я тяну наверх. Для того, чтобы создать объем. Я могу еще помогать себе пальцем. Смотрите. Я когда беру прядь, я ее накручиваю, но у меня, получается, выпадают волосы. Сейчас, секунду. Давайте чуть-чуть опустим. Смотрите, диаметр браша, он может быть любой. Все зависит от того, какая у вас длина. Вот этот вот браш у нас идет 24-25. Соответственно, если вы возьмете 44 браш, у вас что-то получится, вы не можете тогда просто взять прядь и прокрутить. У вас даже не хватит этой пряди, потому что волос у нас короткий. Поэтому мы с вами длину брашей, вернее диаметр, да, используем именно подходящие для нашей длины волос. Так, давайте я вам покажу пальцем, как я работаю. Я взяла прядь. Видите, я ее прокручиваю, у меня не получается фена. Так, сейчас. Он раздувается, получается. Видите, кончик не уходит туда вниз, не укладывается на браш. И я таким вот образом мизинцем, смотрите, видите, придерживаю и убираю туда кончик. После этого прогреваю со всех сторон. Когда я волосы поднимаю, мне надо обязательно прокрутить. Видите, я поднимаю, пальцем придерживаю кончик и опять закручиваю. Прогреваю со всех сторон. После этого прокручиваю, отпускаю. Видите, у нас получается какой-то хороший объем. И кладем. Положила. Дальше пошли. Так. А дальше чуть-чуть вас подвину. Следующий. Так, давайте, может быть, попробуем вот так. Пальцем придерживаю. Видите? Закрутила, прогрела пальцем. Еще раз прокрутила. Придерживаю пальцем, потому что протягиваю. Охладила, протянула снова, положила. Видите, какая мышца стоит? Мы не можем остановиться на этом, потому что, видите, я уберу, потому что не слышно. Смотрите, видите, вы сделали один блок, сделали другой блок. Они два блока не сходятся вместе. Поэтому вы теперь берете часть нижнего блока и дальше вводите, опять же, в свой только что отработанный блок. И кладете, для того, чтобы у нас с вами плавный был переход. Все должно у нас с вами красиво сойтись. У вас должно быть движение одного блока в другой. То есть все должно сойтись, плавно получиться. Переходы должны быть плавными. Так, дальше мы с вами уже идем на восточную зону. Также убираете то, что вам не нужно. И вводим в укладку. Красиво делаете. Здесь, как видите, я сильно не накручиваю. Вы либо должны здесь уже поменять браш, да, то есть взять побольше. Давайте возьмем побольше.
Вот уже я беру 34, потому что здесь у меня прекрасно, видите, эта длина проходит. Взяли следующую часть. У меня здесь уже есть укладка, здесь нет. Так же, как стрижка, у нас прядь переходящая. Я беру прядь, которую я сделала уже, и беру следующую прядь, взяла и начинаю прокручивать также. Подогреваем, охлаждаем, прокручиваем, отпускаем. Объем, видите, получается. Берем опять часть прокрученной пряди и новую. У меня опять же, видите, я работаю выше своего пробора рабочего. Прокрутила, погрела, охладила, отпустила. Следующий блок. Давайте сбоку покажу, как это выглядит. Опять же, уже проработанную затылочную часть беру кусочек и височную зону. Поднимаю, видите, я поднимаю выше своего рабочего пробора. Подняла, охладила, не охладила, а нагрела, охладила, прокрутила, отпустила. Опять же, смотрите, если у вас два блока отдельно, берем чуть ниже предыдущий блок и вкручиваем его на что вы сделали. Другую сторону покажу. Убираем нижние волосы. Убрали. Так, что там пишите? Привет. Я, наверное, какой-то день вечером, забыла когда, по-моему, в пятницу, вам покажу, как на брашинг делать кудри. По-моему, в следующую пятницу я договорилась с девушкой, так что вы тоже, я вам напишу все, смотрите внимательно. Будем на брашинг накручивать волосы, буду тоже вам все это подробно объяснять. Вы, кстати, не забывайте ставить лайки, мне это очень приятно. И подписывайтесь, кто первый раз меня видит. Так, давайте я продолжу, чтобы вы видели. Еще раз повторю, я всегда начинаю с уже сделанной части. Я ее делю и захватываю новую. Для того, чтобы у меня укладка также переходила из пряди в прядь. Очень красиво все было. Переходите к лицу, вы обязательно посмотрите. Лицо идет открытое, либо закрытое, как носит клиент, да, то есть вы тогда определитесь, как вы будете укладывать. Но не забывайте, что всегда, если нам надо открыть лицо, мы потом можем доработать это уже фиксирующими средствами. Поэтому вы сейчас должны сделать так, чтобы у вас укладка красиво входила прядь в прядь, прям шикарно лежала.
теменную зону, видите, которая уже падает у меня на лицо, я сейчас убираю. Но зажимом постарайтесь не зажимать, потому что может получиться залом или плоская часть. Поэтому вы чуть-чуть просто сдвигаете и прорабатываем пока нижнюю линию. Если вам надо поднять челку, не забывайте, что мы также тогда накручиваем ее и поднимаем. То есть чуть выше, опять же, рабочего пробора, который мы с вами сделали. Видите движение? Здесь мне не нужна кудряшка. И я, когда поднимаю, я прокручиваю до конца расческу. Когда вы уже закончили последние пряди, вы еще раз пройдите вокруг, посмотрите, как у вас лежат волосы. Сейчас я вам покажу, почему. Так, давайте посмотрим. Лица здесь подняла. Чуть-чуть вот здесь, видите, мне надо приподнять. Я, потому что сейчас без зеркала работаю на вас, поэтому я, конечно же, так как это живой человек, надо сделать красиво, поэтому мы с вами подходим и смотрим, либо разворачиваем к зеркалу обязательно. Смотрим, как это выглядит со стороны. Я чуть-чуть приподниму сейчас здесь и покажу вам еще одну. Видите, таким образом я немного накрутила челку и приподняла ее. Вот смотрите, пока мы с вами делали укладку, у меня волос опять же лег по росту. Вот, обратите внимание. Так, видно вам? Танюш, можно тебя попросить чуть-чуть назад? Видите, волос лег. Не крутите, он все равно ложится. Поэтому я сейчас подниму, когда возьму браш, я немножко направлю его вот в противоположную сторону. И у меня сейчас тогда будет уже поровнее часть. Я сейчас разверну, потому что мне неудобно. И опущу. У меня волос, видите, ложится ровнее. Мы с вами таким образом дорабатываем зону нашу, потому что у всех есть макушки, но нам надо, чтобы макушки красиво смотрелись. Тоже лежали и не раскладывались, то есть раскладушки не было. Посмотрите. Ой, какая грива! Значит так, девчонки, если, конечно, девчонки, мальчишки, извините, там вы все можете присутствовать. Если девушка у вас любит сильный объем, конечно же, вы его оставляете. Если у нас девушка не любит объем, вы не забывайте, что потом руками можно всегда довести до ума и немножко убрать объем. Значит, вот на этом этапе. Кстати, можно объем, смотрите, как создать. Вот так приподнимаем, и у нас с вами получается также объем большой. То есть руками завязаете и в конце взбиваете это все. Опять посмотри, как у тебя получилась красотка. Ну, вообще звезда, да? Девчонки, звезда, да? Поэтому давайте я вам сейчас со всех сторон ее покажу. Значит, здесь вот на этом этапе, когда мы с вами руками уже все разложили, вы берете лак любой и фиксируете. Ты хочешь, что я тебя зафиксировала? Ну, ты как, любишь, когда у тебя касочка? Нет. Вот, обязательно спрашивайте у клиента, потому что реально далеко не все любят укладочные средства. Вот я, например, не могу на себе укладочные средства, я себя чувствую сразу грязной. Но далеко не все это чувствуют, поэтому обязательно поговорите. Сейчас я вам покажу со всех сторон, как это выглядит. Так что ждите, наш результат сейчас будет. Я вас переверну. Так, где у нас переворот? Вот он. Поехали. Вот у нас она. И давайте смотреть. Естественно, это
Вы можете, если у вас где-то что-то там, где-то залом, вы помните, вы когда с помощью лака, вы можете всегда зафиксировать, чтобы это у вас не разваливалось. Ну, вот, у нас здесь нет никакой фиксации, все волосы живые. Так, наверное, мне, может быть, с другой стороны, чтобы свет падал красиво. Опа, вот она наша девушка. Спасибо ей огромное, Танюша, да, за то, что да. Да. За то, что она снова решилась на такой подвиг. Ну вот, на этом сегодня все. Я вам тогда напишу следующие действия. Ну, это точно, абсолютно, я уже договорилась. Если она не заболеет, конечно, с девушкой, которая у нас с вами придет на укладку на кудре с помощью брашинга, не с помощью плойки. Напишу все вам. Подписывайтесь. Помните, что я, конечно же, обучаю, поэтому пишите. Будем с вами договариваться. Все, всех люблю и жду. Пока-пока. Так, надо бы мне теперь это выключить.